Один из коренных народов Дальнего Востока носит название нанайцы. Они проживают в России и Китае, на берегах Амура и Уссури. Большая часть нанайцев, а это около 11 тысяч человек, живет в Приморском крае. Кто такие нанайцы? Откуда они произошли? Почему китайцы называли их рыбокожими туземцами? Какие у нанайцев были жилища и чем занимался этот народ? Ответы на все вопросы вы узнаете из этого видео. Друзья, перед просмотром не забудьте подписаться на канал Ямал Медиа. Здесь вы найдете все о жизни арктического региона, сюжеты об удивительных местах Крайнего Севера и людях, которые здесь живут. Подписывайтесь на Ямал Медиа, а мы начинаем. Нанайцы – крупнейшие из коренных народов Преамурья. Они заселили эту территорию несколько тысячелетий назад. Название народа состоит из двух частей – «на» и «най», где первая обозначает «земля», а вторая – «человек». Так, нанаец переводится как «человек земли». Есть версия, что таким способом племена показывали, что живут на исконной земле предков. В русской и еврейской литературе нанайцев также называли гольды, а в Китае они известны как хадже. Как появились нанайцы, до сих пор остается загадкой для ученых и исследователей. Одни историки считали, что предки нанайцев изначально проживали на территории Маньчжурии, а позже они отправились к Нижнему Амуру и долине Уссури. Исследователь Лев Штернберг предполагал, что нанайский народ возник благодаря смешению разных племен. Кроме того, генетики отмечают, что разные нанайские роды значительно отличаются друг от друга по этническому составу. Например, ученые исследовали генофонд клана Бельды, одного из двух самых крупных нанайских кланов. В результате выяснилось, что у потомков Бельды есть анийские корни, в то время как у других родов прослеживается связь с маньчжурами и китайцами. Проживая на берегу Амура, неудивительно, что главным занятием нанайцев стало рыболовство. Его значимость отражается даже в культуре. Так, 5 месяцев нанайского календаря носят название рыб. Для ловли этот народ широко использовал различные сети, остроги и крючковые снасти-переметы. Помимо этого занимались охотой. Если она была успешной, то считалось, что само животное этому помогло. В таком случае тушу разделывали особым способом и благодарили за счастливую охоту. Также мужчины обрабатывали кость и металл, а женщины выделывали шкуры, плели корзины и изготавливали одежду. Мастерили ее из тканей, шкур и даже рыбьей кожи. За это китайцы их называли рыбокожими туземцами. Из такого материала шили и мужскую, и женскую одежду. Для разных изделий использовали кожу разных видов рыб. Для халатов – кожу киты или сама, а для обуви – щуки, тайменя и ленка. Нанайцы жили в поселениях двух типов – сезонных и постоянных. Постройки размещали так, чтобы был свободный выход к реке. Самым древним видом нанайского жилища была землянка сирома. Она располагалась в откосе берега. А из наземных построек наиболее распространенным был однокамерный дом хагдун. Его стены изготавливали из плетеных камышовых фашин, жердей, тальника, которые затем обмазывали глиной, перемешанной с травой или шерстью. Временные постройки устанавливали в местах промысла. Чаще всего такое жилище имело полусферическую форму и было покрыто берестой. В наши дни нанайцы живут на той же территории, что и их предки. Однако теперь их жилье трудно отличить от русского. Многие представители этого народа едут в более крупные города, чтобы получить образование в лучших вузах и продолжить свою жизнь в мегаполисах. Одним из самых знаменитых нанайцев можно назвать певца Кала Бельды. Именно он когда-то исполнил песню «Увезу тебя я в тундру». За нее певец получил вторую премию в главном конкурсе Международного фестиваля песни в Польше и был известен в Европе не меньше, чем в СССР. Интересно, что текст песни посвящен жизни в тундре и оленеводству. На самом деле, нанайцы никогда не жили в тундровых широтах, не разводили оленей. Большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и оставьте комментарий, а также подпишитесь на канал Ямал Медиа, чтобы узнать больше полезного.